Это поможет вам похудеть, когда кажется вам, что уже ничего не поможет. Если вы хотите похудеть без срывов, без подсчета калорий, то начните худеть, внедряя эти привычки. Иногда достаточно нескольких действий, чтобы вес начал уходить без голода, без стрессов и без борьбы. В этом ролике я дам несколько советов, которые помогут вам похудеть. Просто берете и внедряете, и получаете эффект. Первое – это практика саморазоблачения. То есть быть честным с самим собой. Задавать конкретные, четкие, прямые вопросы себе и отвечать прямо, четко, сколько бы вам ни было неприятно. Вот задайте себе вопрос: почему не можешь похудеть? Вы, наверное, ответите: потому что не могу придерживаться диеты, сложно следить за режимом питания, сложно готовить еду, не хватает времени, нет времени на двигательную активность и так далее, и так далее. Скорее всего, так вы ответите мне или кому-нибудь, кто у вас спросит. А вот если вы такой вопрос задаете себе и будете отвечать себе открыто, честно, прямо, скорее всего, у вас будут другие ответы. Второй совет. Основа основ похудения. Отрицательный энергетический баланс. То есть мы должны есть меньше, чем мы тратим. А как этого сделать, когда у нас желудок уже привык к определенному объему? Этот объем, когда мы не доедаем, он просит еду постоянно испытываем голод. Очень сложно перейти на самом деле на отрицательный энергетический баланс. Я это понимаю. Поэтому, так как наш желудок — это соединительный тканный мешочек такой, который растягивается, я говорил, что у нас желудок в норме 500 мл, да, и он может растянуться до 4 литров. Мы должны создать условия, при котором наш желудок начнет постепенно сдуваться, сжиматься, и малое количество еды будет удовлетворять наши потребности. Как это сделать? Вот вы накладываете порцию так, как вы привыкли. Не нужно накладывать меньше. И вы съедаете 4/5 или 3/4 и 1/5 или 1/4 оставляете. Вы как бы не доедаете. При этом ваш желудок сильно не будет просить, но желудок будет наполняться не полностью. И к этому состоянию постепенно желудок начнет привыкать. Через недели 3/4 или 4/5, этот объем, который вы съедаете, он будет уже полностью заполнять желудок. При этом мы, уменьшая объем потребляемой еды, уменьшаем количество калорий, которые поступают к нам в организм. И, конечно, это работает тогда, когда у нас нет перекусов. Перекусы – это тоже привычка, надо от них избавляться. Если есть перекусы, надо сначала от перекусов избавиться, потом уже начать уменьшать порции. Все нужно делать последовательно. Не нужно бороться с собой, не нужно создавать стрессовые моменты для своего организма. Тогда все у вас получится. Третий совет. Иметь план питания хотя бы на 1 день вперед. Если у нас нет плана, то у нас могут быть эмоциональное питание, могут быть те продукты, которые нежелательно. И все это может привести к повышению дневной калорийности. Лучше знать, что вы будете есть на завтрак, на обед и на ужин. Например, если вы не знаете, что вы будете на ужин, то, скорее всего, у вас ужин нарушится. Вы можете до ужина съесть что-нибудь, или ваш ужин может скатиться на поздний вечер, или съесть вообще не то, что нужно за ужином. Поэтому, когда вы имеете план питания на 1 день, вы точно будете знать, что вы будете есть, и примерно представлять, сколько калорий все это содержит. Четвертое. Основные продукты по жирам, белкам и углеводам. На самом деле, для того, чтобы похудеть, если вы не соблюдаете вот это первое, самое основное правило отрицательного энергетического баланса, то не важно, что бы вы ели, не ели. Поэтому я этот совет сделал 4. Правильно есть за завтраком жиры, за обедом белки, за ужином вареные, тушеные на пару, на гриле приготовленные овощи. Я всегда в своих роликах говорю, вы можете посмотреть здесь ролик «Завтрак, обед, ужин», и вам станет понятно. Я здесь не имею в виду, что за завтраком только жиры, за обедом только белки и за ужином овощи. Да? Здесь я имею в виду основной продукт. Вот если вы любите животные жиры, например, бутерброд с маслом или яйца, ешьте за завтраком. А если вы любите стейк,
ешьте за обедом, а вот за ужином овощи. Там выбора, к сожалению, не так много, особенно если мы хотим похудеть. Единственное, что за ужином к овощам можно добавить, это белое мясо, куриная грудка, индейка или же нежирные сорта рыбы. Второе правило здесь. Если вы хотите похудеть, у нас калорийность должна быть в течение дня по снижению. То есть завтрак самый калорийный, обед менее калорийный, ужин самый легкий. Если будет наоборот калорийность, то есть за завтраком там кофе с чем-нибудь, с бутербродиком съели, за обедом там хорошо пообедали плотно, а за ужином вообще еще лучше. Не будет работать. Даже если у вас общая калорийность будет одинаковой, то есть калорийность от еды дневной, вот как вы калории по снижению едите и как по возрастанию, даже скажем, что и там 1500 калорий, тогда будет работать та схема, когда калорийность снижается в течение дня. А та схема, которая калорийность возрастается, она будет, либо вы оставаться будете на том же весе, либо наоборот даже вес будет увеличиваться. И еще, если калорийность в течение дня возрастает, утром следующего дня, тогда, когда нужно хорошо съесть, вы не сможете. У вас желудок будет полный. И это все же нарушает опять первое правило. Пятый совет. Всегда иметь под рукой бутылку воды, а то и лучше термос с горячим напитком. Или просто с горячей водой. Многие люди голод путают с жаждой. И когда мы испытываем жажду, нам хочется съесть что-нибудь. А когда нам хочется съесть что-нибудь, наш мозг говорит: съешь печеньку, пироженку, какие-нибудь быстрые углеводы. Вот это точно не нужно делать, поэтому вам нужно с собой всегда иметь воду. Вот у меня есть ролик, почему китайцы пьют горячую воду. Это очень хороший лайфхак на самом деле, когда человек худеет. Носите с собой термос, можно горячую воду, туда можете добавить какие-то сухофрукты, какие-то имбирь даже, да, кардамон, корицу, только не сахар. В течение дня, как хочется есть, просто 2-3 глоточка делайте и дальше идете. Как чувствуете, что в желудке что-то забурлило, выпили несколько глоточков, идете дальше. И вы забываете на самом деле о том, что хотели есть. Шестой совет. Если у вас есть недосып, вы не сможете похудеть, что бы вы ни использовали. Потому что у вас будет все время ощущение хронической усталости. И это чувство усталости, разбитости или отсутствие энергии будет подталкивать постоянно на желание что-нибудь съесть. Особенно сладкое, быстрые углеводы. И вы будете этого делать, потому что вы же работаете, вам нужно целый день провести активный. Поэтому, если вы действительно хотите похудеть, вам нужно наладить сон. Как мы знаем из моих, опять же, роликов, что качество сна важнее продолжительности сна. Поэтому нам нужно засыпать сегодня, просыпаться завтра. Сон должен быть у взрослого человека от 6 до 8 часов. И седьмой совет. Никакого ужина после ужина. Для этого вы должны нормально ужинать. Во-первых, вовремя, до 6 часов вечера, максимум до 7. Во-вторых, отвыкать от желания съесть что-нибудь на ночь, если у вас есть такая привычка. Вы скажете: доктор Жимба, все это понимаем, но хочется же есть. Но я вот поэтому-то говорю, что это привычка. И я понимаю и знаю, что у вас есть такое желание. Поэтому эту привычку нужно заменить другой привычкой. Прошлись, погуляли минут 20-30, будет это полезно. И от этой прогулки сон улучшится, давление нормализуется. И вообще дневная вот эта раздражительность, заряженность, напряжение, оно может уйти. И ваше вот желание съесть, оно как бы в процессе прогулки улетучится. И самое главное же здесь обмануть первое время себя. То есть переключить свое сознание с одного на другой. И еще один такой совет. После ужина сразу почистите зубы, чтобы больше ничего не есть. Некоторые люди вот почистят зубы, потом хочется что-то съесть. У вас мысль первая возникнет: надо же будет еще раз чистить зубы. А это неохота, а не буду есть. Я хочу обратиться ко всем, кто хочет похудеть. Чтобы ваш процесс похудения был эффективным, пересматривайте это видео 2 раза в день.
утром и вечером. Я не шучу. Вот то, что я говорю, всего 7 советов. Они будут постепенно программировать ваше подсознание под то, что вам нужно делать. И вы даже первый раз после просмотра, подумав, что это нереально, невыполнимо, на 10-м просмотре, на 15-м вы подумаете, а почему нет? Вполне реально, вполне возможно. И вы начнете их внедрять в свою жизнь. По 1, по 3, по 5, по 7. И это будет давать эффект. А когда эффект начнете получать, это вас будет мотивировать, и вы точно похудеете. И вы должны понимать, как бы там ни было, что бы кто бы ни говорил, процесс похудения полностью в ваших руках. И это ваша ответственность.